Посмотри, не в глаза, te простини, я сожалею, я люблю тебя, жизнь моя, ла-ла-ла. That's all. Очень хорошо. Концерт Димаша вдохновил меня изучить русский язык впервые в моей жизни. Это здорово. Казахский певец научил американца петь на русском языке. Да, я вдохновлен. Этот концерт был потрясающим. И там была одна ситуация, когда Димаш превзошел сам себя. У него получился настоящий рок-голос. Его голос был очень грубым. И это было так вдохновляюще. Я имею в виду, что он это делал 5 или 6 раз. В самом конце своего выступления, наверное, в конце песни «Screaming», в одной из последних песен в конце получился Фредди Меркьюри. И это было прекрасно. Я также заметил, что он был похож не только на Фредди Меркьюри, но и на Майкла Джексона. А также это было похоже на BTS и даже на Бонни М. и Рамштайн. Насчет последних я не знаю. Но вы наверняка должны знать Guns N' Roses. Да, Guns N' Roses я хорошо знаю. А вы помните тот огонь на сцене? Да. Это было прямо как у группы Metallica. Да, это действительно так, потому что он владеет оперным вокалом. И также у него есть казахский фолк, у него есть поп, у него есть рок, но он дал нам больше. Он нас очень восхитил. И это было круче всего. Потому что он всегда делает что-то новое и преподносит сюрприз. И у него это получается. И это было очень весело. И последняя песня мне очень понравилась. Мне понравилось, что там было много музыкальных красок. У меня сейчас не вышло сделать так, как это делают музыканты. Но у него была красочная мелодия, которая была просто невероятной. Начало этой песни звучало как американская или рок-гитара, но это была домбра. И это было так захватывающе. Так что как только я увидел домбру, я просто слушал, и мое сердце заставило меня думать обо всем этом. Потому что у меня есть степень популярная музыка в американской культуре. Я сам как исполнитель, и занимаюсь как творческой, так и академической стороной музыки. Поэтому я начал писать, я ничего не мог с собой поделать. И я просто начал записывать все эти ноты. У нас нет времени, чтобы посмотреть все записи, но это должно помочь мне вспомнить некоторые вещи. Мне понравилась последняя песня «Be With Me». Ах, кажется, там он стал намного сексуальнее. Некоторым людям это может не понравиться. А что вы скажете насчет чередования английских и казахских слов в последней песне? Спасибо, я даже не заметил этого. Чтобы вы знали, я не только следил за самим Димашем, я еще изучал и другие вещи, которые привлекли мое внимание. Но у вас еще есть время, чтобы посмотреть концерт снова, потому что я смотрел его уже 3 раза. Вы полностью смотрели концерт 3 раза? Да. Я повторно смотрел не полностью, но последнюю песню я смотрел снова и снова. И Димаш действительно хорош. Но есть и другие отвлекающие факторы в этом выступлении. У некоторых выступающих были длинные волосы и платья, которые тоже привлекли мое внимание. И поскольку я женат, и я люблю свою жену, я счастлив в браке, то я просто оценил красоту блондинки и брюнетки. А также машина была похожа на Мустанг Кобра, которая была очень яркой. Американский Мустанг, вероятно, это была модель Shelby Cobra. Это тоже было потрясающе. Так что да, мне показалось, что последняя песня была в стиле рок. Но с другой стороны, еще очень важную роль играет аудитория. Вы могли наблюдать, что Димаш мог чувствовать каждого зрителя. После концерта он написал в комментариях, что он мог чувствовать всех. И это было хорошо. Но все же нужна живая аудитория. Я знаю, что он хочет этого. У меня очень интересный вопрос от моего друга Саши. Мне нравится Саша. Мне нравится, как он танцует. Он знает вас как большого специалиста в области популярной музыки, потому что у вас есть соответствующая степень. Что вы можете сказать о репертуаре Димаша и о его песнях?
Это его репертуар, и это то, что он сам выбрал. Yeah, nothing. Yeah, I really, you can trust Dimash. So Да, I'll вы just знаете, take Димашу whatever можно he доверять gives во me, всем, что он дарит right, миру, and not и не get caught ловить up себя in, на "Oh, I wish мысли he did о this, его I wish he выборе. did this." Я I собираюсь can просто enjoy his наслаждаться его concerts. концертами. So Так что мне это I нравится. liked it. Вы знаете, You know, мне and I really действительно like нравится whatever he все, что он picks. выбирает. Если If даже he он lets, услышит you know, одну из моих he gives песен one of и my выберет songs, ее, does то я бы that, I would очень want him to хотел, do my чтобы он song. исполнил мою The песню. Golden Rule. Песня Golden Rule. Да, возможно, в следующий раз. For the Возможно, future. в будущем. But yeah, Да, cool. круто He было start, то, the way как he он started on начал the концерт couch, на he диване. went over Потом and picked он up the подошел microphone. и взял Visually, микрофон. Визуально это visually выглядело просто stunning. It was ошеломляюще. visually stunning. Есть And the 4 four главных main человека. people, Dimash, Димаш, его his отец, father, а затем and then there's есть a woman who женщина, was the которая была creative director, креативным and директором. then А затем his и его sound guy, звукорежиссер Ерлан Бекчурин. Those Эти are the 4 four главных big человека, и ones. я думаю, And что she, она I think была she was главной part по of the визуальной visual. части. Man, Я имею в виду the визуализацию visual того, with что Dimash Димаш being — величайший the певец greatest из singer всех, I've кого ever я heard. когда-либо The слышал. И visual вся needs to визуальная match that часть level, должна that they fit. соответствовать его He уровню. И also я думаю, did что это the получилось. musicians on either Также там были side, музыканты с which обеих was сторон от very Димаша, innovative. что So было that the очень stage новаторским. would have a Поэтому на сцене backdrop. был She might хорошо have виден thought that фон. he И might have она, done it. наверное, все And это then the продумала. dancers Либо and all сам that. Димаш The это only thing I would придумал. say И about that танцорам is было удобно. also Единственное, что я бы consider хотел an option добавить к to have the этому, это rock также band set рассмотреть up, вариант like нахождения на Led сцене Zeppelin or like рок-группы. the Такой группы, Beatles or как All Led Star. I'm Zeppelin saying или also Beatles. bring them Это как out дополнение. and Такая interact with группа the могла быть musicians сзади is и another взаимодействовать с thing другими he can музыкантами. do. Потому что я Like the думаю, way что это interact еще with одна the вещь, audience которую он and with может the делать. dancers, Чтобы, например, interact with the взаимодействовать singers, с аудиторией, the а backup также с singers. They're танцорами, all с really good певцами friends with и him. с бэк-вокалистами. В And общем, чтобы bands and things взаимодействовать like со that. And he всеми. does И that. он это But that делает. would be Но это another было thing бы to еще add одной вещью, visually. которую That's a нужно добавить very визуально. big Потому что American это является важной частью американской картинки. picture. Мы называем это оптикой. Optic. We call it optics. The lead Солист поет с singer with the микрофонной стойкой, microphone а stand гитарист, and the бас-гитарист guitar и player, the музыкант bass на and the ударных drums тоже это is делают. also do that. You know. Поэтому можно сделать и так. So Так that was что another это thing была that stood еще out. одна Very новаторская innovative, вещь. having the Когда на сцене percussionists, есть singers of the перкуссионисты, repertoire, the rock певцы, guitars, рок-гитара, the bass player, бас-гитара, the keyboard, клавишные и and the ударная drum set установка, on the other то side. это выглядит круто. That was cool. Если говорить об американском рынке и о репертуаре, то подходит ли он для американцев? Да, напомню, что Димаш создает новое звучание, и он уже создал. Люди уже имитируют это, так что это новый звук. И это всегда так, когда вы создаете что-то новое и собираетесь привлечь людей, которые открыты. То есть и много людей, которые остаются закрытыми к этому. Но это нормально и идет впереди. Он новатор, он в авангарде. Так что все идет нормально. Вы как артист видите разницу между его предыдущими концертами и этим? Я видел его вживую на сцене Barclays Center. А также до этого концерта я видел его в октябре с Игорем Крутым на его 65-летии. Там со мной была моя дочь и около 20 тысяч русских. Это были американские русские, и они большую часть времени говорили по-русски. Но Димаш вышел на сцену и спел 4 песни. Так что это был единственный раз, когда я видел его вживую, и это было супер захватывающе. Мы тогда были в секции под названием «Кровь из носа», потому что там приходится высоко задирать нос. И все же для моей дочери это было захватывающим событием. Ей тогда был 21 год, и ей очень понравилось. Это до сих пор не совсем ее музыка, но она очень ценит его талант. Но опять-таки Димаш музыкальный парень, и он живет на ветру и в поле. Он может играть в любом жанре. Поэтому если захочет что-то сделать, то он сможет это сделать. Но самым большим изменением является то, что он добавил ощущение рока. Это самое большое изменение, которое я заметил на концерте. Кроме того, что он всегда был визуально невероятным. У него были отличные музыканты, и он чувствовал песню, смысл которой он передает. Еще были новые песни, и он отлично читал рэп. Он сделал какой-то фантастический рэп. Ему бы надо делать это каждый раз. Я бы еще кое-что добавил, чтобы он сам был за пианино, только он один. Потому что человек и музыкальный инструмент — это симбиоз двух вещей. Так же, как это делал Элтон Джон.
и парень по имени Кит Грин, когда они объединились с музыкальным инструментом. Это очень мощно. Поэтому я бы хотел, чтобы Димаш сделал это. И я уверен, что они уже думали об этом, но я ничего не советую. Я просто отвечаю на ваш вопрос. И когда он садится за пианино, и он чувствует песню, то они становятся одним целым. Это еще одна вещь, которую я бы хотел увидеть. Возможно, он так сделает с песней Over Here. Может, он сыграет на пианино и споет, я не знаю. Но самая крутая вещь, которую он добавил, это то, что стало больше ощущения рока. И там были ребята, у которых были гитары марки Fender и Gibson. Это действительно лучшая электрогитара, которую вы могли бы иметь. У этой гитары просто отличный тон и звук, и музыканты были отличные. Конец первой части. Смотрите во второй части. У меня сложилось такое чувство, что до этого концерта Димаш был похож на молодого парня. А теперь мы увидели зрелого мужчину. Я абсолютно согласен, особенно в последней песне, с этими двумя девушками. На самом деле, я еще хотел спросить вас, например, о группе Beatles. Вы помните, когда они стали очень популярными? Я это точно знаю. А вы можете предположить, что Димаш сейчас находится в такой же ситуации? Я знаю очень много про Beatles, и я должен вам показать кое-что. Ладно, это снимок из космоса от НАСА. Это Димаш Стан. Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.